Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Она о вас честна. Что же она вам расскажет сейчас через расклад? Да, вот такая своего рода исповедь женщины. Каждый загадает свою женщину. Для энергообмена, как всегда, мы ставим лайк, подписываемся на канал. Делитесь этим видео с друзьями. Итак, смотрим, в каких энергиях вы пребываете. И сразу грусть, печаль, тоска. Вот вы сейчас пребываете, знаете, вот я бы сказала, совершенно не в веселом настроении, это мягко говоря. Вот как-то нет у вас радости в жизни. Хочется любви, да? Любви нет, но вы настроены все равно вот на новую любовь. Я не вижу, что сейчас у вас как-то вот в личной жизни есть женщина, с которой можно строить отношения, но вы, тем не менее, настроены на позитив. У некоторых из вас проигрывается, что вот либо в ближайшее время вы должны получить деньги даже, вот либо же вот только-только получили, да, ну то есть денежка у вас должна быть, либо это зарплата, там долги отдали, премии какие-то. Но опять же, смотрите, проигрывается, что вы хотите любовь, но в то же время вы ее можете и отталкивать. Вот вы можете отталкивать. С одной стороны, да, хочется, да, не хватает любви. Но отталкиваете. Почему отталкиваете? Плохо, одиноко, обман. Посмотрите, все становится на свои места. Вот, знаете, такое ощущение, что у вас безумное разочарование и в женщинах. Конечно же, это идет из прошлого, да. В вашей жизни были манипуляции, было вранье, предательство, но тем не менее есть еще и ностальгия. Вот ностальгия за прошлым проигрывается. Это может быть не до конца забытая бывшая, это может быть та же, вот знаете, вот, ну, самоедство, что ли, да, вот когда думаешь, а если бы я вот сделал не так, она бы поступила по-другому, а если бы я вот так вот, то она вот так бы сделала. Ну, знаете, как вот сами себе мозг выносят, может даже проигрываться, что как-то пытаетесь ее оправдать. Но манипуляций в вашей жизни было ой сколько. Так, далее. И смотрите, у вас после этого всего, конечно, осталось полно страхов, полно комплексов и неуверенности. Вы, опять же, вы на пороге, да, на пороге перемен в жизни. Мы сейчас посмотрим, какие это будут перемены. Но опять же, вот есть некая неуверенность вообще перед будущим. Да, с одной стороны хочется любви, но с другой стороны вы ее отталкиваете. С одной стороны вы думаете, что нужно жить как-то дальше, да, строить свою жизнь, личную жизнь, но в то же время вы сами себя тянете своими мыслями в прошлое. Вы ностальгируете о прошлом, вы вспоминаете бывшую, вы вспоминаете какие-то моменты, причем обычно это хорошие моменты вспоминаются. Так, уточним, с чем будет связан новый период. Ребята, у вас будет очень сексуально активный период. Причем сейчас вы в это не очень верите. Вот я вам скажу честно. Вот некоторые из вас сейчас сидят и думают, то возраст у меня уже не такой, то не хочется, то не может, то не с кем, ну и все такое, да. Но у вас будет реально сексуально активный период, у вас крутейший роман должен быть в вашей жизни. Но сейчас не об этом, хотя вы будете сопротивляться. Дальше смотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад, которая хочет о вас поведать. Такая исповедь своего рода. Так, ну, конечно, злючка пришла. Пришла злючка. Я так подозреваю, что это дама из прошлого, которая до сих пор злится на вас, а вы злитесь на нее. Хотя некоторые могут еще до сих пор любить ее и ностальгировать. Это именно о вас. Ну и снова у нас император. То есть
Сильная женщина, которая знает, чего хочет. Вот к нам на расклад пришла, да, она с таким сильным, серьезным мужским характером. Может проигрываться скандалистка. Она из тех женщин, которые, вот я их называю птички-мозгоклюйки, которые чайной ложечкой съедят мозг. Постоянно у нее куча претензий. С ней вообще не просто общаться. Даже, может быть, окружающим не очень просто с ней общаться. Очень любит комфорт, очень любит сытую, хорошую, комфортную жизнь. То есть дама очень материально настроенная, такая материально ориентированная, но сейчас вот у нее есть какие-то проблемы в жизни, ей сейчас не очень легко. У нее много проблем появилось в жизни, но мы не будем углубляться, да, пусть она сама решает свои проблемы. Но давайте-ка теперь спросим у нее, пусть-ка она расскажет честно о вас. Вот каким она вас считает, да? Вот уже после развода, после расставания, вот что она о вас поведает? Был период, когда она была в вас влюблена, либо даже любила. Был такой период. Но опять же, я вам скажу, что этот период был недолго. Потом у вас начались вот реально перемены в жизни. И, скорее всего, это касается и вот каких-то и денежных, и материальных проблем, да. Вот между вами начались, это могут быть даже внезапные какие-то проблемы, перемены, которые положили конец вашей любви. Вот она говорит о том, что да, когда-то она любила, либо же была влюблена в вас. Но в вашей жизни произошли некоторые события, это касаются либо же деятельности вашей, это могут касаться перемены, которые очень сильно повлияли. Давайте сейчас еще уточним, что повлияло. Ну вот идет именно деятельность, финансы. Угу. Так, вот я теперь поняла. Вы начали, у меня такое ощущение, что вы начали больше зарабатывать. Вы начали больше зарабатывать, вы начали больше в нее вкладываться, больше кружить ее. То есть, понимаете, вы благими намерениями, но вы, получается, вот ее избаловали, да, вот вы ее сделали императрицей, вы хотели как лучше, вы любили женщину, вы вкладывались в нее, вы старались. Но она, получается, этого не оценила абсолютно. Это убило ее любовь. Вот она это начала считать, что и так должно быть, да? Вот она как будто на золотую жилу попала. Вот такой мужчина мне классный попался. Ну, то есть, да, она была ориентирована на семью, но потом она как-то все больше начала обозляться. Смотрите, ситуация проигрывается. Чем больше вы в нее вкладывались, тем больше вы ее начали раздражать. И тем быстрее начала улетучиваться ее любовь. Замкнутый круг. Не зря говорят, вот и я, как психолог, вам постоянно это говорю в своих видео. Никогда полностью не вкладывайтесь в партнеров. Я не призываю, что не любить, там, не заботиться. Нет, ни в коем случае. Все должно быть в меру дозировано. Потому что даже самое любимое блюдо, которое вы кушаете, вот попробуйте его кушать 3 раза в день, месяц. Оно вам затошнит. Ну правда ведь? Точно так здесь, в отношениях. Вот вы вкладываетесь, да, она знает, что у меня дома есть человек, который, грубо говоря, ну, сделает, ну, как джин, да, вот, золотая рыбка такая, рыбец. Сделает, исполнит любое мое желание. Я что хочу, то и заказываю. Он все это делает, да. Это уже воспринимается как должное. Это уже не ценится. А когда это дозировано, тогда да, ты ждешь этого как праздник, да. Ты ждешь какого-то сюрприза, ты ждешь какого-то подарка, а когда это постоянно все к твоим ногам, постоянно забота о тебе, постоянно, ну я не знаю, чуть ли не тапочки в зубах, грубо говоря, да, но это не ценится, и женщины, к сожалению, ну охладевают к такому отношению. Вот почему-то, вот реально меня удивляет, чем жестче мужчины как-то вот себя ставят, вот мужчины, которые могут
сказать нет, которые могут показать свой характер, да. Вот как-то женщины трясутся больше за ними. Я думаю, вы тоже это замечали. Напишите в комментариях. Вот дилемма такая. А чем... Но это, кстати, это и с мужчинами работает. Работает вот эта ситуация. Чем больше растворяешься в партнере, чем больше партнер начинает борзеть. И это все как должное, и человек начинает к этому привыкать, человек не так воспринимает, и куда-то улетучиваются чувства. Поэтому, видите, она вот хочет сказать, что когда-то она вас любила, но вы ее своей заботой, вот тем, что вы ее королевой сделали, получается, сами вот избаловали. И она, кто-то во все тяжкие опустился, кто-то начали там увлекаться не тем, чем нужно, да, какие-то вредные привычки, которые начали вот эти пьянки, гулянки и все остальное. То есть, получается, вот она сама вот говорит, что да, любовь была. Была любовь, ну, в принципе, большая. Она надеялась, что она будет долго. Но вот это вот баловство, как бы, вот оно все и перекрыло, да. Ей, смотрите, ей стало скучно. Вот я сейчас говорю такие вещи, да, конечно, и мне самой даже как-то жутко. Получается, вы старались, вы делали, вы вкладывались, а ей это она присытилась. Вот она присытилась, ей стало скучно. Она просто видела, она просчитывала вас, она знала, что сегодня вы это сделаете, завтра вы это сделаете. И стало скучно, и она пошла уже по другим рукам. Она начала вплоть до того, что там более молоденьких мальчиков начала искать. Понимаете? Вот она это вам и передает. Вот как бы это печально ни звучало, но вот вы просто слишком сильно ее залюбили. Вот слишком сильно. И когда вот она начала вот эти все пьянки, гулянки, там у каждого это по-своему будет, да, она поняла, что это дорога в никуда. Она прекрасно понимала, что она может разрушить семью, отношения, да, но она уже не могла остановиться. Она привыкла, что все должны ее кружить. Она привыкла, что она звезда, что она центр вселенной. Она думала, что так будет всегда. Она думала, что разрушения не будет. Она понимала, что это дорога в никуда, но она все-таки надеялась, что не будет никакого разрушения. Как-то где-то, да, вот слиняю, где-то что-то там подмахлюю, да. Ну, то есть так, дурочку включу, грубо говоря. Хотя она понимала, что она может вас потерять. Получается, она это делала осознанно. Понимаете? Вот эти все походы направо-налево, вот это все вранье, она это делала осознанно, потому что ей было скучно. Ее слишком сильно залюбили, закружили. И вот чем это закончилось. Да, она, конечно, понимала, но думала, да, пронесет. Потому вышла, как вышла. Да, вот звезда, она должна быть звездой. Вот она привыкла быть первой, она привыкла быть звездой. Поэтому, ребята, вот такая сегодня печальная, грустная ситуация. Давайте-ка напоследок спросим, вот жалеет ли она, что она вас потеряла? Давайте-ка. Жалеет ли она? Вот она злится. Я не могу сказать, что она жалеет. Она злится. Она злится, что вот так все получилось. Она злится. Она думала, что будет по-другому. И опять же, она ждет, вы посмотрите, она ждет новых мужчин. Она ждет, когда у нее новый спонсор появится. Да? То есть мужчины у нее есть периодически, вот кружат ее. Она в новых поисках, в новых надеждах. Она живет играючи, а на вас она злится, что вы вот рубанули, да, вот вы не позволили к себе так относиться. Она какой-то период переждала, пересидела и пошла на новые поиски. Вот как-то так. А чтобы жалеть, я не вижу, чтобы она жалела. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!